Приветствую вас на канале. Я Ольга, специалист по физической реабилитации и мама 3 детей. В этом видео не о реабилитации. В этом видео я поделюсь с вами тем, что происходит в моей жизни на данный момент. И, возможно, эта информация поможет кому-то, особенно тем, кто находится в Ирландии. Сейчас я временно не снимаю видео по реабилитации, пока нет сил и ресурса на это. Почему? Потому что на данный момент есть проблемы со здоровьем. Немножко об этом я делилась в моем телеграм-канале. Кто еще не подписан и кому интересно, переходите по ссылке под этим видео в комментариях. В этом канале я делюсь своими знаниями в области реабилитации. Вы можете там задавать вопросы, и мы обсуждаем различные темы. Но на данный момент я занимаюсь лечением. Началось с того, что где-то месяца 2 назад я стала слышать гул в правом ухе, и иногда случались так называемые приступы, когда у меня падало давление, и практически до полуобморочного состояния я просто лежала, экстренно пила цитрамон, кофе девочки помогали, потому что заваривали мне, потому что я не в состоянии была даже двигаться. Это случилось где-то где-то почти 1,5 года проживания здесь в модульных домиках, где-то раза 2 или 3, уже точно не помню. Похожая ситуация с гудящим ухом, слабостью у меня была, когда мы жили в другом каунти, в каунти Мид. Тогда я была у врача, но уже подробности как-то уже не помню. Насколько я помню, тогда проверили кровь, и гемоглобин был на уровне 100 где-то. И я попросила доктора назначить мне препараты железа, и потихоньку мне стало легче. А потом, когда мы переехали сюда, у меня резко, просто в один день, у меня перестало гудеть ухо. Как будто бы даже такой гул в голове даже вот распространяется, и ухо практически не слышала. Ты как будто сквозь пелену какую-то. То есть на какой-то процент, на процентов 20-30 от 100 я слышала. И я понимала, что это связано со стрессами, с напряжением, потому что я очень хорошо чувствую свое тело. Здесь, в принципе, как-то все нормализовалось. Да, были стрессы, но я восстанавливалась. Потом, вот где-то месяца 2 назад, резко у меня появилось опять вот это гудящее ухо. Хотя я вроде бы и хорошо питаюсь, витамины принимаю, но да, вот такой я человек, что порой слишком много переживаю, близко беру к сердцу. И вот начались ситуации, понятно, как, я думаю, понимают мамочки, как, как я, да, которые, допустим, одни с 3 детками, а еще и в незнакомой стране, когда вроде бы уже адаптация прошла, но сейчас появляются новые мысли и новые планы, потому что остается последний год, когда мы официально здесь можем находиться, по крайней мере об этом так говорится, что продлена временная защита до марта 2026 последний раз. И сейчас я планирую, думаю, как же мне здесь закрепиться, какие мне шаги предпринимать. Первое, самое важное, конечно же, я работаю над английским, но этот процесс не быстрый, особенно когда очень много забот в жизни, когда ты большую часть времени уделяешь детям, но у меня есть возможность заниматься английским, и я стараюсь как можно больше времени этому уделять. И дальше у меня появились знакомые, но в этом каунте, конечно, сложнее с коммуникацией, с транспортом, и поэтому
пока вот я ищу все, что касается этого каунти. Опять же, думаю насчет подтверждения диплома, думаю насчет получения прав здесь. Дальше, что с работой, нужно ли мне на данный момент что-то думать или пока еще продолжать учить английский. В общем, все это в голове. Есть какие-то страхи, сомнения, которые, понятное дело, случаются, потому что ты в неопределенности. И вот это все, плюс подработки, какие-то онлайн-консультации, постоянное обучение по моему профилю, потому что все время новое меняется, и нужно быть в курсе, чтобы не забыть и так далее, потому что уже нет той активной работы, которая была у меня в Украине. И, видать, это подкосило мои силы, и у меня случился приступ, был обморок, было расстройство. Я думала, что это отравление, но, скорее всего, это критически упало давление, и сдали, в общем, все системы. Мне казалось, что я потихоньку восстановилась, но прошло дня 3, и я понимаю, что работоспособность чуть-чуть улучшилась, но не намного. И вот через дня 3 у меня снова случилось это состояние, но не обморок, а упадок сил, головокружение. Я понимаю, что у меня пекут глаза, я не могу учиться, мой мозг ничего не воспринимает. И я пошла к GP сюда. Здесь такая ситуация, что кровь конкретно в этом каунте, здесь, где мы живем, кровь ты сдать не можешь просто, потому что когда я была в каунте МИД, у нас был GP, который был русскоговорящий, если я не ошибаюсь, он был литовец, да, и тогда там можно было, вроде бы 30 евро я платила, и ты можешь проверить кровь, никаких проблем с этим не было, нужно было просто заранее записаться и сдать. Здесь нет возможности сдавать кровь, ты не можешь ее просто пойти сдать, потому что тебе захотелось. Только вот в критических ситуациях. Я решила, что уже она наступила, потому что все время, ну вот так вот, что ты думаешь больше о детях, а о себе пройдет, где-то как-то восстановлюсь, там где-то высплюсь, но не получалось высыпаться, где-то режим все равно нарушался. Как-то вот все на себя взваливаешь, а потом хлоп, и организм просто отказал. И он направил меня в госпиталь, сказал, что только там я смогу провериться, думайте, как вы это сделаете, можно вызвать скорую. Я решила, что скорую дожидаться не буду. В общем, это вечером я взяла направление, и на следующий день утром я попросила соседа, и он меня отвез. Мне повезло, потому что я думала, что это затянется на дольше. Спасибо девочкам здесь, к которым я обратилась, и они помогли с детками, хотя я, в принципе, все успела, но состояние было таковым, что нужна была поддержка с детьми. И я утром приехала туда. Это такой, как госпиталь, как скорая помощь. Вот этот госпиталь в Портлише. Где-то после того, как меня зарегистрировали, где-то через час у меня взяли анализ мочи, потом где-то через полчаса кровь. И кровь делается в течение часа. Вот ориентировочно через час я ждала, как и остальные люди, я ждала там в приемной комнате. Но потом меня позвали, медсестра померила давление. Не просто как домашний аппарат, а это был такой прибор через телевизор. И потом подошла доктор. Я заранее подготовила себе, что я должна сказать по поводу моих симптомов на английском. Это мне очень помогло, потому что на данный момент мой мозг работает очень медленно. Когда я чуть-чуть вот концентрирую внимание, чуть-чуть что-то поделаю, все, головокружение, усталость. И как бы я ни концентрировала, меня тело просто укладывает. И хронически вот
хочется спать. Все время хочется спать. То есть я подозревала, что что-то с кровью, но были опасения, что, возможно, что-то с сосудами головного мозга. И я, конечно, не могу объяснять, просить, говорить, что вот я хочу то-то, то-то обследовать. Нет, мне нужно было положиться на доктора, вот что они скажут. Я максимально объясняла все симптомы на английском. Это тоже был еще тот квест, потому что такой вот специфический английский медицинского направления, ну, я его не использую, слов этих не знаю. Поэтому я подготовилась, и, в принципе, я думаю, что я неплохо справилась. Доктор была из Индии, наверное, и она меня расспросила. Потом мне сделали еще ЭКГ. Очень интересно, по сравнению с Украиной, у нас аппарат немножко отличается. Тот, к которым я привыкла в Украине, который я проходила и видела, и практиковалась, когда в медучилище училась. Здесь так поинтересней. У них такие липучки, одноразовые липучки, такие как наклеечки. Она отсоединяла и крепила здесь, на руках, на ногах. И потом подсоединяла вот эти провода уже вместе с индикаторами, наверное, так они называются, такой как прищепочкой, подсоединила переносной аппарат, быстро померила, сразу уже было готово, и тоже спустя время посмотрели, с сердцем все в порядке, с ЭКГ. Потом вот так периодически они меня звали, что-то спрашивали, потом я ждала, то ждала там внутри стационар, что-то типа стационара. Потом снова меня переводили в приемный, и вот так я туда-сюда перемещалась. В общем, после того, как мне сделали ЭКГ, я ждала еще, потом мне сделали капельницу. Я была очень удивлена, я таки до сих пор не поняла, что это была за капельница. Это был чистый натрий хлорид. Я еще спросила медсестру, она сказала только натрий хлорид. Для чего он был сделан, для меня пока загадка. Но есть мысль, что, возможно, это была как бы подготовка, возможно, чтобы наполнить русло крови, потому что потом, спустя время, мне делали сканирование головы. До этого мне сделали флюорографию, тоже все в норме. У них интересно, что когда у нас делают флюорографию, ты снимаешь полностью бюстгальтер, полностью без одежды, верхняя часть. И если есть цепочка какая-то, ты ее берешь или во рту держишь. Здесь нужно снять топ или бюстгальтер, но в футболочке, легкой футболочке. Вот это разница. Тоже сделали это, все хорошо. И вот потом я удивилась, что мне сделали сканирование головы. Это было первый раз, когда мне делали такое обследование, было интересно. Я раньше только в фильмах видела. Туда так заезжаешь внутрь, круглая такая колба. И потом мне сказали, что все в норме. У меня поменялся врач, то есть вначале была вот эта женщина, потом уже сменился другой врач, который заново меня расспрашивал обо всем. И вот он сказал, что все показатели в норме, а гемоглобин у меня 90, и они делали ферритин тоже, ферритин и что-то еще. Я вот как-то не узнала по поводу ферритина, так я не смогла. Я когда пыталась вот как-то спросить, им по виду не очень нравилось, что я задавала вопросы. Ну, как бы ты пациент, я им говорю, что у меня медицинское образование, что, ну, как бы я старалась быть максимально корректной, сильно не выспрашивать, то есть обычно я хочу, узнаю, а здесь немножко была такая ситуация для меня неудобная. Мне хотелось знать, но я не знала, как это корректнее сделать. Вот про гемоглобин я узнала, для меня уже сразу все стало понятно. Но для них нет, потому что для них показатель 90 это еще
не так уж и низко. Ну, если расценивать ситуацию, что мне нужна госпитализация, то да, еще не нуждалась я в ней. Но для меня 90, особенно по нашим украинским меркам, это очень мало. То есть это такая ситуация, когда, например, если нужно какую-то биопсию сделать, если нужна какая-то операция, уже невозможно, потому что человек может просто не выйти из-под наркоза. Поэтому при норме от 130 по нашим нормам, то это очень низко. И я очень такой чувствительный человек, немножко какие-то изменения, и все, уже у меня вот такое состояние. И еще раз я вспомнила, еще до этого мне делали какой-то тест, тоже на аппарате, подключали давление, мерили на таком большом аппарате, я ложилась, потом мне нужно было встать, мне медсестра вела, я все время ходила с катетером внутри, уже в самом конце уже его вытянули. И она подключила, мне какое-то лекарство вела, что мне аж так запекло в руку, и резко так прям больно было. Она извинилась, не знаю, что они мне ввели, я думаю, как какой-то препарат, чтобы повысить давление. И потом они это все фиксировали, я увидела, что потом у меня где-то поднялось давление до 115, а до этого вот уже много дней у меня так 88-90. Вот при таком давлении все, я уже в полуобморочном состоянии. При моей норме 110-115. И я делала такие подъемы, она говорила, нужно подняться, потом сесть, что-то они вот фиксировали. Потом мне уже доктор сказал, что он хотел бы оставить меня на ночь и сделать еще какой-то тест. Я не поняла, какой. К сожалению, сложно. Это мне не переводила на английском. Он объяснил мне, что-то связано с грудной клеткой. Но я понимала, что все, я уже знаю, что с головой все в порядке, с сердцем все в порядке. Для меня было понятно, что мне нужно повышать гемоглобин, повышать ферритин. Почему? Потому что я очень много об этом читала. В Украине когда-то у меня еще был 40 ферритин. Это очень низкий, но для кого-то это не настолько низкий, потому что бывает даже 10 ферритин. Но при норме 40, при норме 100, 40 это очень мало. И вот когда ферритин, а я не знаю, я думаю, что он у меня упал еще ниже. Когда ферритин на нуле, и если уже падает гемоглобин. Нет, у меня гемоглобин был где-то 110. Я вспомнила, когда мне делали в Ирландии где-то 1,5 года назад, он еще сказал, что это не низкий гемоглобин прям. То есть это в пределах нормы. Но я его тогда попросила мне все-таки назначить. Он мне на месяц тогда дал. И вот это спустя время результат появился. И сейчас вот он упал до 90. То есть это говорит о том, что уже ферритин истощился полностью, кровяное депо истощилось, и уже пошли нарушения в органах и системах. Уже просто диетой невозможно. Там отдых, понятное дело, не нервничать, отдыхать, высыпаться, наладить режим сна и отдыха, не грузить себя с таким количеством обязанностей, учебы и так далее. Но нужны медикаменты. И я уже для себя тогда поняла, но они пытались еще что-то найти. Я так понимаю, что они не считали, что это было столько критично. Я поэтому поняла, что я там не выдержу еще на ночь. Я попросилась домой, написала отказ, сказала, что детей мне не с кем оставить. Девочки хотя сказали, что они присмотрят, но я понимала, что дома мне будет намного лучше, и просто надо начинать принимать препараты. Я в понедельник сходила к GP, а еще попросила выписку. Они говорили, что они отправят GP. Я думала, мне там назначат. Но он говорит, нет, вам должен назначить Iron Supplements, назначит GP. Это как семейный врач у нас. Я говорю, мне нужно начать уже сейчас принимать, как можно быстрее. Он говорит, давайте тогда я вам дам направление с собой, уже в понедельник пойдете. Я говорю, спасибо, да, конечно. И он мне дал выписку, такую краткую, написал там анемия, но написал, что проверить в течение недели.
Ну, так было для меня очень странненько, что можно за неделю там проверить. Но хорошо, что GP назначил мне на месяц. Я ему объяснила, рассказала, что я думаю, он меня послушал. Говорит, хорошо, давайте я вам назначу на месяц, и потом мы проверим кровь. Говорю, спасибо огромное. И он мне выписал. Но на тот момент, когда я пошла в аптеку, они сказали, что у них сейчас в наличии нет, и назначили мне, предложили мне другой айрон, ну, препараты железа, плюс витамин С. 2 раза в день и в течение месяца. Вот я сейчас уже принимаю, 2-й день начала. Ну, пока, конечно, еще ничего не чувствую. Вот у меня какое-то время есть немножко активность, потом я начинаю чувствовать слабость, головокружение, нет работоспособности, стараюсь медленно ходить, медленно делать, не напрягаться, голос не повышать, насколько это возможно. Поэтому вот такая ситуация, что надо себя беречь, надо не доводить до такого состояния, но, к сожалению, случается. Уже не осталось у меня вариантов, мое тело сказало хватит, нужно заняться собой. Вот что я сейчас и делаю. Конечно, продолжаю заниматься английским, но у меня должен был начаться специфический английский под мою профессию. Спасибо, мне помогли с этим, но не получилось, потому что попала в больницу и попросила, чтобы мне перенесли, когда немножко мне станет легче. Я надеюсь, что я смогу в июне начать. Видео, скорее всего, будут выходить реже, потому что я тоже загнала себя вот в такое состояние, потому что я старалась восстановить свой YouTube-канал, просмотры. Мне очень важны именно, чтобы видео смотрели как можно дольше, чтобы засчитывались часы, и чтобы у меня дошло до показателя 4000 часов в день. Но как-то сейчас я понимаю, лето, активности меньше, и вот этот вот ритм, одно видео в 3 дня для меня стал непосильным, потому что очень много сил, времени я трачу на то, чтобы записать, и пока не получается у меня повысить, немножко повысилось, потом опять показатели упали. Вот сейчас я пока не снимаю. Я надеюсь, что, может быть, через несколько дней я смогу записать то, что я планировала. Спасибо Ирландии за возможность провериться, сделать те анализы и те обследования, которые достаточно дорогостоящие, что я смогла понять. Я убрала свой страх и тревожность по поводу переживаний, что у меня какие-то проблемы с головой, что сосуды сужены, может быть, что-то еще. В общем, накручиваешь себя, потому что так резко и с обмороком у меня не было раньше такого, поэтому я испугалась. Это тоже внутренне очень-очень мешает. Я успокоилась, поняла, что надо отдыхать, немножко больше уделять внимание себе и принимать таблетки, налаживать питание. Еще знакомая мне подсказала, что ирландцы принимают отвар крапивы. Вот она мне сказала рецепт, узнает, и я буду делать, попробую. Мне как раз мама недавно про крапиву говорила, не знала, что она помогает поднимать гемоглобин. Тоже буду пробовать, конечно же, все вместе. На этом у меня все. Спасибо за внимание и увидимся в следующих видео.